Когда моряки судна Sea Eagle во время обычного патрулирования Индийского океана замечают в воде нечто странное, они в ужасе кричат и вызывают подмогу. Они никак не ожидали столкнуться с ситуацией, которая заставит их работать на пределе своих возможностей и воображения. Бескрайние просторы Индийского океана раскинулись перед экипажем Sea Eagle, патрульного судна по охране морской флоры и фауны. Капитан Рис Сингх стоял у штурвала. Это был долгий день рутинного патрулирования, и команда с нетерпением ждала возвращения в порт. Внезапно по корабельной трансляции раздался голос старшего помощника Амиры Патель. Ее тон был тревожным и растерянным. «Капитан, вам нужно это увидеть. В воде примерно в 500 метрах по правому борту что-то странное». Капитан Сингх нахмурился и поднял бинокль, чтобы осмотреть участок, на который указала Амира. Сначала он не видел ничего, кроме бесконечной синей глади. Затем над поверхностью поднялась темная фигура, не похожая ни на что из того, что он встречал за десятилетия службы в море. «Все на палубу!» — проревел он, и в его голосе смешались властность и едва скрываемая тревога. «У нас в воде неопознанный объект. Приближаемся с осторожностью!» Команда бросилась по своим постам. В воздухе вибрировало напряжение, пока Sea Eagle подходил ближе к таинственному силуэту. Среди собравшихся моряков поползли недоуменные перешептывания. Морской биолог доктор Сара Чен пробилась к перилам. Ее научное любопытство было подогрето этой необычной ситуацией. «Как вы думаете, что это, доктор?» — спросила Амира, не сводя глаз со странной фигуры в воде. Доктор Чен в замешательстве покачала головой. «Я никогда не видела ничего подобного. Это слишком велико для любого известного морского вида в этом регионе, но оно определенно живое. Посмотрите, как оно движется». Пока они наблюдали, фигура начала биться в воде, поднимая в воздух брызги пены. Над волнами разнесся низкий скорбный звук, не похожий ни на один зов животного, которое они когда-либо слышали. Лицо капитана Сингха побледнело, а костяшки пальцев побелели, когда он сжал штурвал корабля. «Этого не может быть», — пробормотал он почти про себя. «Что это, капитан?» — настаивала Амира, чувствуя тревогу старшего офицера. Прежде чем он успел ответить, по рядам команды пронесся коллективный вздох. Таинственная фигура на мгновение показалась на поверхности, обнажив фрагмент серой кожистой шкуры и нечто похожее на хобот. «Боже мой!» — прошептала доктор Чен, и ее научный склад ума с трудом пытался осознать то, что видели глаза. «Это что, слон?» Как бы в ответ на ее вопрос, существо в воде издало трубный звук, который развеял все сомнения. Каким-то невероятным образом посреди Индийского океана, в милях от любого берега, плыл слон. «Это невозможно!» — воскликнула Амира, и ее голос сорвался на панику. «Как слон оказался здесь? Что нам делать?» Капитан Сингх вышел из оцепенения. Годы опыта взяли верх, несмотря на беспрецедентный характер ситуации. «Мы делаем то же, что и всегда», — твердо заявил он. «Мы спасаем жизнь. Объявите тревогу и вызовите подмогу. Мы собираемся спасти этого слона». Пока по кораблю разносился сигнал тревоги, экипаж приступил к действиям. Профессиональная подготовка взяла верх над ощущением сюрреалистичности происходящего. Амира поспешила в радиорубку, рассылая срочные сигналы бедствия и запросы на дополнительную поддержку. Доктор Чен и ее группа морских биологов сгрудились вместе, пытаясь разработать план спасения сухопутного животного посреди океана, сценарий, который они никогда не представляли, не говоря уже о подготовке к нему. Пока команда обдумывала стратегии спасения, в голове капитана Сингха проносились мысли, пытающиеся сложить воедино пазл, как они оказались в этой невероятной ситуации. Его мысли вернулись к событиям последних нескольких дней в поисках любой зацепки, которая могла бы объяснить присутствие слона так далеко в море.
Sea Eagle имел долгую и славную историю как судно по защите морской флоры и фауны. Первоначально введенное в эксплуатацию береговой охраной Индии 15 лет назад, оно с тех пор было передано совместной оперативной группе, занимающейся защитой разнообразных морских экосистем Индийского океана. Экипаж корабля представлял собой тщательно отобранную команду экспертов, каждый из которых привносил уникальные навыки и опыт в их общую миссию. Капитан Рис Сингх, ветеран ВМС Индии, был выбран руководить экипажем Sea Eagle 5 лет назад. Репутация Сингха как человека, сохраняющего хладнокровие в кризисных ситуациях, сделала его естественным выбором для этой сложной должности. Старший помощник Амира Патель присоединилась к команде сразу после военно-морской академии 3 года назад. Ее острый ум и природные лидерские способности быстро помогли ей получить повышение до нынешней должности. Доктор Сара Чен, ведущий морской биолог судна, пришла на Sea Eagle 2 года назад после выдающейся карьеры в академических исследованиях. И вскоре остальным солдатам на борту представится возможность показать, насколько все они преданы делу сохранения природы. Текущая миссия Sea Eagle начиналась как рутинное патрулирование, часть постоянных усилий по мониторингу огромного участка Индийского океана, известного своим богатым биоразнообразием и, к сожалению, частыми случаями незаконного рыболовства. Первые 2 дня патрулирования экипаж провел за стандартными проверками, тестированием качества воды, наблюдением за перемещением морских обитателей и высматриванием несанкционированных судов в охраняемых зонах. На 3-й день патрулирования события приняли необычный оборот. Sea Eagle получил серию загадочных сообщений от местных рыбаков, работающих вблизи небольшого малонаселенного острова, примерно в 100 морских милях от их текущей позиции. В сообщениях говорилось о странных звуках, слышимых по ночам, которые описывались то как скорбные стоны, то как громоподобный рев. Некоторые рыбаки даже утверждали, что видели крупные темные фигуры, движущиеся у береговой линии в предрассветные часы. Капитан Сингх поначалу скептически отнесся к этим отчетам. По его опыту, долгие ночи в море и изоляция островной жизни часто приводили к преувеличенным рассказам. Однако, поскольку сообщения продолжали поступать, и каждое подтверждало предыдущее, он решил, что это стоит расследовать. Sea Eagle изменил курс, чтобы подойти к острову, прибыв туда как раз в тот момент, когда солнце садилось на 3-й день их пребывания в море. Когда они приблизились к побережью, команда начала замечать необычные признаки активности. На пляже виднелись заброшенные лагеря с оставленным оборудованием, как будто их владельцы ушли в огромной спешке. Еще более загадочными были крупные глубокие следы, ведущие из густых зарослей в центре острова к самой кромке воды. Доктор Чен была особенно заинтригована этими следами. «Они не похожи ни на что я когда-либо видела раньше», — заметила она, присев, чтобы рассмотреть их поближе. «Слишком велики для любого местного дикого животного на острове такого размера, а сам узор — это почти как если бы...» Она замолчала, качая головой, словно отгоняя невозможную мысль. Оглядываясь назад, капитан Сингх позже поймет, что именно в тот момент были посеяны семена их невероятного приключения. Команда провела ночь на якоре у побережья острова, по очереди неся вахту. Некоторые сообщали, что слышали странные звуки, доносимые ночным бризом, низкий рокот, от которого, казалось, вибрировал сам воздух вокруг них. Однако к утру все стихло, а тщательный осмотр доступных районов острова не дал никаких новых улик. Не имея конкретных доказательств правонарушений или экологических угроз, капитан Сингх решил возобновить регулярный маршрут патрулирования. Тайны острова были отложены в сторону, как нераскрытое курьезное происшествие, которому суждено было стать лишь интересным анекдотом для рассказов во время долгих ночных вахт. Воспоминания капитана Сингха были прерваны голосом Амиры, в котором сквозило разочарование. «Капитан, ближайшая подмога в часах пути от нас, пока мы предоставлены сами себе». Вся серьезность ситуации стала очевидной.
Им предстояла беспрецедентная спасательная операция с ограниченными ресурсами и без специального оборудования. Трубные звуки слона становились все слабее, его массивное тело едва держалось на плаву среди неумолимых волн. Время уходило. «Мы не можем ждать подмоги», — заявил капитан Сингх, отбросив в сторону недоумения по поводу происхождения слона. «Нужно действовать сейчас, иначе животное не выживет. Доктор Чен, какие у нас варианты?» Сара Чен выглядела растерянной, когда поделилась единственным планом, пришедшим ей в голову. «Нам нужно использовать судно как буй для этого слона. Мы должны обвязать его тело веревками и оттащить к берегу». Капитан Сингх в шоке смотрел на нее целую минуту, прежде чем кивнуть. «Вы слышали доктора Чен?» — крикнул он команде. «Соберите все веревки, которые у нас есть, и приготовьтесь заарканить слона». Когда команда Sea Eagle приступила к делу, стала ясна вся тяжесть их задачи. Им предстояла спасательная операция, подобную которой они никогда не проводили и даже не воображали. Слон, существо, созданное для жизни на суше, изо всех сил старался удержать свою массивную тушу на плаву в катящихся волнах открытого океана. Несколько моряков пытались зацепить веревками его хобот или бивни, но слон двигался слишком хаотично, чтобы они могли сделать точный бросок. Через 5 минут стало ясно. Единственный способ обвязать веревки вокруг его тела — это если кто-то подплывет к животному вплотную. Тогда было решено, что несколько отважных бойцов попытаются добраться до него на спасательных шлюпках судна. Как ни странно, на операцию вызвалось сразу несколько добровольцев. Капитан Сингх выкрикивал приказы, и его голос перекрывал шум разбивающихся волн и все более слабое трубление слона. «Спустить спасательные шлюпки! Нельзя терять ни минуты!» 2 жесткокорпусные надувные лодки были быстро спущены на воду. В каждой находилась команда из 4 человек. Доктор Чен настояла на том, чтобы присоединиться к одной из лодок. Ее научный ум уже просчитывал возможные стратегии по поддержанию жизни слона. Когда лодки приблизились к бьющемуся животному, масштаб задачи стал еще более очевидным. Серая кожа слона блестела в лучах заходящего солнца. Его хобот был поднят над водой в отчаянной попытке вдохнуть воздух. Его глаза, расширенные от страха и изнеможения, казалось, умоляли приближающихся людей о помощи. Но, несмотря на ослабленное состояние, это все еще было дикое животное весом в сотни килограммов, которое могло легко вырубить любого солдата одним ударом ноги. Мысль о том, чтобы нырнуть и обвязать веревки вокруг его ног, внезапно стала слишком пугающей для спасателей, и они начали искать альтернативы. «Нам нужно как-то стабилизировать его!» — крикнула доктор Чен, перекрывая шум волн и двигателя лодки. «Если мы не сможем удержать его голову над водой, он не проживет достаточно долго до прибытия подмоги». Амира, взявшая на себя управление второй лодкой, крикнула: «Как насчет спасательных плотов? Мы могли бы попробовать создать что-то вроде плавучей платформы». Голос капитана Сингха протрещал по рации. «Делайте это! Используйте все, что нужно! Главное, сохраните животному жизнь!» Следующие несколько часов превратились в калейдоскоп лихорадочной деятельности. Команда неустанно работала над тем, чтобы надуть и расположить аварийные спасательные плоты вокруг слона. Это была опасная, изнурительная работа. Запаниковавший и сбитый с толку слон бился в воде, не раз едва не перевернув маленькие спасательные лодки. Один член экипажа, молодой моряк по имени Рахул, был сброшен за борт особенно сильной волной, поднятой отчаянными брызгами слона. Его товарищи с ужасом наблюдали, как он исчез под бурлящей пеной, чтобы через мгновение вынырнуть, хватая ртом воздух, но все еще решительно цепляясь за спасательный плот, который он пытался закрепить. Вскоре от этого плана пришлось отказаться, и моряки поняли, что единственный способ помочь слону — это все-таки обвязать веревки вокруг его ног. 4 мужчин храбро вызвались нырнуть в воду. И, несмотря на собственные сомнения и страхи, капитан Сингх согласился на эту попытку.
Команда работала при свете мощных прожекторов, создавших островок света в бескрайней темной бездне океана. Трубление слона становилось все тише, но он продолжал бороться и брыкаться, делая попытки солдат еще более трудными. Но мужчины не собирались сдаваться, и к полуночи им, наконец, удалось обвязать веревки вокруг всех 4 ног слона. Концы веревок были связаны вместе сверху, и этот узел был осторожно переброшен на борт корабля, чтобы солдаты наверху могли тянуть за них и удерживать слона в относительно плавучем состоянии. Массивное тело животного теперь имело поддержку. Голова держалась над водой, но испытания были далеко не закончены. Слон, хотя и перестал тонуть, проявлял признаки сильного истощения и переохлаждения. Его дыхание было тяжелым, и он перестал реагировать на голоса. Доктор Чен, ее одежда промокла насквозь, а на лице читалась тревога, связалась с капитаном Сингхом по радио. «Нам нужно как-то согреть его», — настаивала она. «Слоны не предназначены для длительного пребывания в такой холодной воде. У него может начаться шок». Капитан Сингх, лихорадочно соображая, принял решение. «Мы будем использовать термоодеяло из наших аварийных комплектов. Оберните как можно большую часть его тела». Экипаж принялся за новую задачу с мрачной решимостью. Опасно балансируя на неиспользуемых спасательных плотах, они работали над тем, чтобы накинуть большие термоодеяла на открытую кожу слона, все это время борясь с постоянной качкой. Когда наступил рассвет, озарив сцену бледным, полным надежды светом, состояние слона стабилизировалось, но оставалось критическим. Экипаж Sea Eagle, изможденный, но не желающий сдаваться, продолжал бдительно следить за своим огромным подопечным. Именно тогда Амира, зорко осматривавшая горизонт, заметила нечто, от чего ее сердце подпрыгнуло. «Капитан!» — закричала она в рацию. «Я что-то вижу! С востока приближаются воздушные суда!» Усталая команда разразилась радостными криками, когда далекие точки превратились в пару тяжелых транспортных вертолетов, роторы которых грохотали при приближении. Помощь, наконец, прибыла. Следующий этап спасения был не менее сложным. Координируя действия с экипажами вертолетов, команда Sea Eagle работала над закреплением ремней вокруг тела слона. Это была, пожалуй, самая опасная часть операции, потребовавшая от нескольких членов экипажа снова нырнуть под воду, чтобы пропустить стропы под массивным брюхом слона. Когда вертолеты осторожно подняли слона из воды, весь экипаж Sea Eagle затаил дыхание. Животное висело в воздухе между 2 машинами. Вода каскадами стекала с его тела. Это выглядело как невозможное, бросающее вызов гравитации чудо. Процессия медленно двинулась к ближайшему берегу, а Sea Eagle следовал вплотную. При приближении к суше возникли новые трудности. Нужно было найти подходящий пляж, достаточно просторный и с устойчивым грунтом, чтобы выдержать вес слона. Наконец, спустя вечность, они нашли такое место. С предельной осторожностью вертолеты опустили слона на песок. В тот момент, когда его ноги коснулись твердой земли, животное, казалось, ожило с новой энергией. Оно издало такой трубный звук, который эхом разнесся над водой. Звук облегчения и радости, вызвавший слезы на глазах у многих участников спасательной группы. Пока эксперты по дикой природе поспешили к слону, команда Sea Eagle собралась на берегу, измученная, но ликующая. Они совершили невозможное. Несмотря на все преграды, они спасли слона посреди океана. Капитан Сингх с гордостью смотрел на свою команду, понимая, что этот день никто из них никогда не забудет. Это было напоминанием о том, почему они выбрали эту жизнь и эту миссию — защищать и сохранять чудеса природного мира. И это было доказательством того, что при наличии решимости, командной работы и капельки удачи можно преодолеть даже самые невозможные испытания. В последующие дни правда об океанском приключении слона медленно всплыла на свет. Животное было частью небольшого стада, живущего на том самом острове, который они исследовали ранее.
Сильный шторм вызвал оползень, который напугал слонов и заставил их бежать. В хаосе этот конкретный слон каким-то образом оказался в воде, и сильные течения унесли его в море. Ранние наблюдения команды, странные звуки, следы, ведущие к воде, внезапно обрели смысл в свете этой новой информации. То, что казалось несвязанными странностями, оказалось ключами к грядущему чуду. По мере того, как новость об удивительном спасении распространялась, экипаж Sea Eagle стали чествовать как героев. Их быстрота мышления, храбрость и отказ сдаваться перед лицом, казалось бы, невозможных шансов спасли жизнь и вдохновили людей по всему миру. Капитан Синг, размышляя об этом опыте, понял, что их рутинное патрулирование превратилось в нечто экстраординарное. Это стало напоминанием о том, что океан все еще хранит много тайн, и готовность к неожиданностям – важнейшая часть их долга как защитников морской жизни. Спасенный слон, благополучно вернувшийся в свое стадо, стал символом стойкости и неожиданных чудес природы. Для экипажа Sea Eagle память о том дне, когда они нашли что-то странное в воде, закричали от ужаса, а затем приняли вызов, останется с ними навсегда. Это свидетельство тех невероятных вещей, которые могут произойти, когда люди объединяются, чтобы защитить и сохранить жизнь вокруг них, как на суше, так и на море. Экипаж Sea Eagle столкнулся с невообразимой ситуацией. А что бы вы сделали на месте капитана Сингха? Как бы вы подошли к спасению такого необычного морского гостя? Поделитесь своими мыслями и опытом в комментариях ниже. Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать больше захватывающих историй.